Друзья, всем привет! Приехал на избу. Первый раз в этом сезоне. Последний раз я был здесь в марте. И вот когда я зашел в избу, здесь кто-то был. Потому что тарелки, по-моему, я так не ставил. А самое главное, открыта была дверца у печки. Я заглянул, а там дрова лежат. Они зажженные, но до конца не прогоревшие. То есть не то, что до конца, там прям даже больше половины не прогорело. То есть по какой-то причине печку затопили и потушили. Не знаю, сколько она прогорела, может минут 10-15 тоже. То есть дрова такие обуглившиеся, но вот такой вот факт. В планах вообще сегодня здесь порыбачить вечером Хариуса. Завтра, возможно, до обеда. И к вечеру хочу сходить прогуляться здесь на Таежное озеро. Проверить на наличие рыбы. Ни разу там не был, сразу скажу. И не знаю вообще, есть ли рыба. То есть сходим, прогуляемся. Вот такие планы. Сейчас перекушу и поеду на рыбалку. Взял с собой щуки вареной. То есть она сначала подсоленная. Некоторые спрашивают, что вы делаете со щукой. Вот в таком виде очень я люблю щуку. То есть мы ее подсаливаем и потом отвариваем. И вот с маслом подсолнечным, с луком, с картошкой очень вкусно. Стоит две фотоловушки, так что домой приеду, посмотрю. Просто так ради интереса, кто был, для себя, чтобы знать. В принципе, в избе ничего не тронуто. Вот это самое главное. Обидно, когда люди приезжают, ночуют, пользуются избой. И потом еще оттуда что-то забирают с собой. Либо топор, либо какие-то вещи воруют. Вот это самое такое пакостное дело, самое последнее. Ладно, переночевали, бог с ним. Не жалко. Всякие различные ситуации бывают в жизни. Может, кого-то гроза застала или еще что-то тут. Ну, дождь, не знаю. Может, из лодки кто выпал. То есть миллион разных вариантов может быть. Берег здесь отличный. Ходить Хариус попрыгивает. Всплески хорошие есть. Попробую на тинкару, на мушку. А потом по обстоятельствам взял еще удочку с червями. Здесь на удочку хорошо ходить. Хариус стоит под самым берегом. Здесь обрыв, кряж сразу такой идет. И вот он стоит прямо под самым берегом. Далеко закидывать вообще смысла нет. Ах ты. Так, смена мушки очередная. Маленький попал. Отпускаю его. Второй, наконец-то. Тоже маленький.
Сейчас попробуем на удочку походить. Прошелся туда, наверное, метров 200 вниз и вверх метров 50, наверное, прогулялся. Вот такая вот рыбалка на хариуса. Очень он такой вредный. Не так-то просто эту муху подобрать. Вот он. Средний такой ушной хариус. Беру его хотя бы на уху. Вот на удочку сразу, в принципе, поклевка. На новом месте. Пробую еще на тенкару здесь. И потом с удочкой также пройдусь вот туда вниз до конца той лопушки. Это лопушка. Лопухи желтые цветут. Уже подлесок скоро надо будет менять новый. Столько мушек поменял. Пробую еще на удочку, и все, время 9 часов вечера. О, какие хариусы тут есть! С первого же заброса вот такой хариусок средний, отличный результат. А до этого тенкару тут кидал, и все как в лужу. Ну все, держись, хариус. Ставлю кораблик. Пробую. Надо хотя бы одного-двух хариусов поймать и на избу. Ну, давай. Вперед. Пошел. Есть. Попал. Хороший. Хотя бы достать его на вторую мушку. Влип. Да, нормальный хариус. Вообще. Такой же примерно, как на удочку попал. Ай, держится-то слабенько. Есть. Вот он. Взял. Еще один такой же. Может, чуть-чуть поменьше. Оп. Все. Последний, если сейчас вытащу.
третий хариус. Заглотил глубоко. Вот и все. Вся рыбалка. Достал проверенную снасть. Друзья, вот такая сегодня вышла трудовая рыбалка. Поймал в итоге 6 харюсов, 3 побольше и 3 небольших. Время почти 11 часов вечера. Поставил воду на уху. Пить охота с соленой щуки. Ой. Уха сегодня будет с картошкой, с луковицей. Это я еще раз помою, потом всегда чищу вот так вот водички. Иначе, когда сухую, если начинаешь чистить картошку, некоторые чистят вот так вот просто в земле. И потом этот песок весь в крахмал въедается, и она не отмывается, картошка. На зубах все скрипит. Я так не могу. Обязательно надо в воде ее чистить, потом еще мыть, а потом уже резать. Советы даю тут. Советчик тоже. Ем уху, пью чай. Чай кипятить не буду, у меня еще в термосе. Целый термос привез сегодня. И ложусь спать, отдыхать. Время уже 25 минут 12. На улице 7 градусов стало, на градус холоднее. Комаров нету в лесу. Птички поют, красота. И оттуда небо какое-то темное пошло. Сегодня по прогнозу ночью дождь нарисован. Друзья, всем доброе утро. Время 8:30 утра. Затопил печку, хоть немножко протопить избу. На улице поднялся приличный ветер. Ночью был сильный дождь. Сейчас дождя пока нету. Спал вот под такой сеткой. Она натянута, как палатка такая у меня здесь. Снизу вход. И отлично спится, потому что комары все равно достанут. Я вчера вечером их хоть немножко потравил, но через трубу они хорошо летят, через печку. Двери немножко, щель снизу все равно есть, не плотно закрываются, тоже летят. Так что вообще классная вещь. Тучка нашла, и дождик приличный такой пошел. Еле успел под елку спрятаться. Что-то спутники поймать не могу. Прошелся метров 200. О, словил. Так. Потише дождик стал, но где-то все равно еще. Или с деревьев капает ветер. Возможно, с деревьев.
Вот эта ямка, воронка, метров, наверное, 30-40 вниз туда уходит. Просто по кругу. Опять дождик зарядил. Комаров под елкой. Вот сейчас тут ужас накопилось. Забрался на гору. Весь сырой. Внутри от пота, а сверху от дождя. Ну, дождик уже закончился. Наверное, минут 20 назад. По-нормальному все равно не высушится. Хотя бы сапогов сейчас вот так вот переверну. Вода стекет лишняя. Штаны немножко подсушить. Все сырое. Вообще насквозь. Хоть выжимай. Посижу, попью чаю. О, хорошо. Все. Одеваюсь обратно. Бесполезно сушиться. Никакого толку. Не дает никак просохнуть. Только вот 10 минут перерыва и опять дождь. Ну это что такое-то опять? Ну погода. Но скажу честно, рыбачить даже желания большого нету. И я больше чем уверен, что здесь рыбы нету. Так как все в лопухах. Скорее всего, я почему-то думал, что озеро глубокое. Ну, хотя бы какая-то глубина присутствует. А здесь до самой середины везде все одни лопухи. Поэтому, как бы, скорее всего, что оно промерзает зимой до дна. И вряд ли здесь рыба есть. Вот и все. Но проверить надо было, когда-то сходить. Я давно уже сюда собирался, все как-то не мог собраться, но вот сходил. Ветер еще где-то найдет, с деревьев, с листьев скидывают такие капли крупные.
Все, я на избе. Просто как этот, не знаю, как даже назвать, весь сырой до трусов. Погода поменяла, на север утянуло, на улице плюс 10. До сих пор идет мелкий такой, даже не моросящий, а средний такой дождик. А самое главное, уровень воды прибыл в реке. А это, можно сказать, критическая ситуация для рыбалки на Хариуса. Поэтому даже не знаю, стоит ли вообще идти, так как он вчера особо не ловился. А когда вода прибывает, это тем более. Уху я вчера варил, Хариус очень жирный, поэтому он и клюет плохо. Долетался. Вот. Не знаю, чего делать сейчас. В принципе, хоть спать ложись. Вот и все. До утра. А там уже видно будет. Не знаю. Друзья, всем доброе утро. Никак мне не дает покоя вот эти непрогоревшие дрова в печке. И вчера, когда я выгребал золу, заметил в зольнике есть немножко воды. Скорее всего, затушили по-быстрому и ушли, так как, возможно, услышали звук мотора, подумали, что едет хозяин, может, владелец. Но даже если бы я приехал сюда в избу, и здесь люди сидят, допустим, сырые, я вижу, затопили печку, я бы слова вообще не сказал. Я все прекрасно понимаю, как важен кров вот так в лесу, в тайге, когда ты промокший, и какая-то у тебя тяжелая, трудная ситуация бывает, случается. Вот. В этом случае главное оставаться людьми. Вот и все. Посидели бы, попили чаю, высушились бы, и никаких проблем не было бы. Немножко его так подтягиваю, он вверх заходит, дальше потом слабину даю. В этот момент бывают поклевки. Оп, есть. Еще один. Чуть-чуть того поменьше. Такой хариус. Забираем. Есть. Еще один. Маленький. А нет, такой же. Около дела. Вот так вот подтягиваю на себя кораблик. Он идет вверх по течению, поднимается немножко. Бывают некоторые спрашивают, как он так сам плавает. Ну, тут самая настоящая физика. Там дальняя лопата у него и леска под определенным углом. Плюс сила течения. Вот и
все фокусы. Есть. Ах, сошел. Слишком большое сопротивление, конечно, там. Надо, чтобы хариус хорошо цеплялся. Ах, сошел. Есть, попал. Небольшой и на самую первую мушку от кораблика. Самое плохое. Хариус есть, попрыгивает, но не берет. Сейчас немножко поднимусь и буду снова спускаться. Такого отпускаю, маленький совсем. Вот прыгают. Прям здесь есть. Хорошенький взял. Вот этот. Эх, зацепился-то. Нормальный хариус. Средний. О, опять прыгнул вот. Средний хариусок. Собираются тучки, может быть, где-то дождик такой совсем мелкий капает, но я думаю, где-то найдет. Оно уже так сгущаются тучи, все плотнее и плотнее, все темнее и темнее становится. Друзья, ну вот такая выдалась рыбалка. Время час дня. Поймал я 6 хариусов. Все, возвращаюсь домой. На уху наловил. В принципе, этого хватит. Заготовками хариуса я не занимаюсь. Лучше лишний раз приехать и поймать свежей рыбы. Раньше, в 90-е годы, ловили, занимались, так как время было тяжелое, есть было нечего, выживали, это реально выживали чисто на рыбе. Хариуса ловили приличное количество, ели его в разных вариациях, солили, пекли, потом вялили, ну вообще по-разному. Очень много было рыбы. Это сейчас я вспоминаю свою юность, детство такое вот беззаботное. Сейчас с удовольствием это все вспоминаешь, как хорошо было. Но для родителей были тяжелые времена. На самом деле работы толком не было, а самое главное, не платили денег. Поэтому рыбу ловили в достатке. Так что все, друзья, всем пока, до новых встреч на канале, всем удачи!